Боль и горе охватили всех присутствующих во время последнего прощания с маленьким мальчиком. Но бабушка почувствовала что-то странное. Старушка решила проверить. Она подошла ближе и услышала крик. То, что она обнаружила в этот момент, заставит вас расплакаться. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Мария, 70-летняя женщина из небольшого городка, прожила непростую, но наполненную любовью жизнь. В молодости она преподавала в начальной школе, воспитывала сына одна после смерти мужа и всегда оставалась стойкой и доброй. Люди знали ее как отзывчивую, справедливую и энергичную женщину, всегда готовую помочь. Жизнь шла своим чередом, пока очередной удар судьбы не выбил землю из-под ног. 3 года назад ее сын Андрей и его жена Ольга погибли в страшной автокатастрофе. В тот день Мария собиралась забрать их сына Гарри из детского сада. Это стало судьбоносным решением. Мальчик остался жив. Но его родители не вернулись. Мария потеряла своего единственного ребенка, свою опору, и весь смысл жизни, казалось, исчез. Она не знала, как жить дальше. Боль была всепоглощающей. Но когда она впервые увидела Гарри после похорон родителей, с растрепанными кудрями, испуганными глазами и дрожащими руками, тянущимися к ней, она поняла — она должна выстоять. Мальчику нужно было все, что она могла дать — любовь, заботу, уверенность. Мария стала не просто бабушкой, а матерью. Она окружила Гарри заботой, стараясь склеить его разбитое сердце, одновременно зашивая свое собственное. Они стали неразлучны. Утром она собирала его в школу, днем помогала с уроками, а вечерами рассказывала сказки и старые истории из своей жизни. Несмотря на старость, Мария находила в себе силы идти дальше. Ради него. Мальчик был ее светом, ее воздухом, ее последней надеждой. Прошло 2 года. Гарри рос добрым, отзывчивым, любознательным мальчиком. Он обожал все живое, особенно животных. Его мечтой было стать ветеринаром. Часто они гуляли вдоль озера, играли в шахматы или вместе пекли печенье по старинным рецептам. Их жизнь не была легкой, но она была настоящей. Однажды, поздним вечером, возвращаясь из школы, они попали под сильный дождь. Ветер срывал листья, и небо было затянуто синими облаками. И вдруг тихий, едва слышный скулёж. Они остановились. За кустами, под старым навесом, лежал щенок. Он был худым, дрожал от холода, его задняя лапка была повреждена, а в глазах читался невыносимый страх. Гарри подбежал, осторожно прижал животное к груди. Его голос дрожал. «Бабушка, он замерзнет. Мы должны спасти его, пожалуйста». Мария посмотрела на щенка. И в тот момент в ее груди будто что-то дрогнуло. Это существо, брошенное, хрупкое, нуждающееся в любви, было отражением их собственной боли. Она кивнула. «Поехали в клинику. Мы не бросаем тех, кто в беде». Так в их жизни появилась Лиза. Песик с шелковистой шерстью, теплым носом и огромным сердцем. Ее лечили, кормили, согревали, и в ответ она подарила им безмерную преданность. С самого начала Лиза чувствовала себя частью их семьи. Она спала у кровати Гарри, провожала его до ворот школы и приносила тапочки Марии. Она была больше, чем собака. Она стала утешением и живым напоминанием, что даже после самых темных дней возможен свет. Прошло несколько лет. Жизнь снова стала полной. Лиза стала неотъемлемой частью каждого их дня. Она словно чувствовала настроение своих хозяев.
Если Мария грустила, ложилась рядом, если Гарри был болен, не отходила ни на шаг. Но однажды произошло нечто, что вновь разрушило их мир. В ясный весенний день, когда все, казалось, начиналось с новой жизни, Мария, как обычно, собирала белье на балконе. В это время Гарри, вернувшись из школы, вышел на прогулку во двор с друзьями. Они играли в футбол, мяч укатился за пределы двора. Мальчик побежал за ним на дорогу. Он не успел заметить машину. Удар был страшным. Прохожие вызвали скорую. Гарри доставили в больницу, и Мария бросилась туда, как только узнала. Врачи боролись за его жизнь, но спустя несколько часов сообщили. Мальчик скончался, у него остановилось сердце. Диагноз — смерть головного мозга. Мария была уничтожена. Все внутри нее обрушилось. Она кричала, теряла сознание, цеплялась за врачей, умоляя их пересмотреть заключение. Но те были уверены — мальчика не спасти. Его тело было отключено от аппаратуры. Следующий день стал самым страшным в ее жизни — похороны. Она была будто в тумане. Плакала так, что не могла дышать. Все было словно нереально. Лиза не отходила от нее ни на шаг. На кладбище собралось много людей. Все знали Марию и Гарри, все горевали. Когда гроб начали закрывать, Лиза вдруг подняла голову. Ее шерсть встала дыбом. Она зарычала, начала лаять, тянуться к гробу, цепляться лапами в землю, выть. Мария пыталась ее удержать, но собака была в ярости. Она чувствовала, что что-то не так. Сначала никто не понял, но вскоре Мария услышала. Едва слышное постукивание, хрип. Потом стон. «Гарри!» — закричала она. Она подбежала к гробу, начала стучать и кричать, просить помощи. Люди вначале подумали, что бабушка сошла с ума от горя, но Лиза встала между ней и толпой, защищая гроб. В панике Мария сорвала крышку и увидела, как внук слабо шевелит пальцами. Скорая прибыла моментально. Оказалось, Гарри был жив. Врачи ошиблись. У него была каталепсия. Редкое неврологическое состояние, когда тело полностью парализовано, но сознание сохраняется. Мальчик все это время был жив, слышал и чувствовал все. Их история закончилась чудом. Мария не выпускала его из рук. Лиза прыгала вокруг, виляя хвостом, облизывая мальчику лицо. Гарри полностью восстановился через несколько месяцев. Его история попала в местные новости, а Лизу назвали «чудо-собакой». Люди приходили, чтобы увидеть эту верную душу, почувствовать ту безусловную любовь, что спасла жизнь. Сегодня Мария, Гарри и Лиза продолжают жить в своем уютном домике. Их история напоминает всем нам. Даже когда кажется, что все потеряно, любовь может вернуть к жизни. А собачье сердце умеет чувствовать то, что не улавливает ни один аппарат. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.